Представители знака зодиака Весы, мои дорогие, здравствуйте! Таро прогноз, гороскоп, Плутон в Водолее с 23 марта и на 20 лет, 2023 и по 43 год. Давайте узнаем, как изменится моя жизнь или каковы перемены на пороге. В течение 23 года Плутон будет еще возвращаться назад в Козерог, потом обратно уйдет в прямое движение и вернется в Водолей. Нас всех ждут перемены. Дважды, наверное, потому что Сатурн также поменял знак зодиака и перешел в знак зодиака Рыбы. Это влечет астрологическое событие также за собой изменение какой-то структуры. Будут меняться как порядки. Да мы уже сейчас видим, что очень много меняется, причем в неожиданную сторону. Еще, может быть, 5 лет тому назад мы бы предположить не могли, что настолько разительными будут перемены совсем скоро. И вот это будет что-то продолжаться. Причем Плутон – это у нас всегда ведь отказ от чего-то старого, от того, что уже утратило какой-то смысл. Нам придется пересмотреть и нашу жизнь, и не действовать как прежде. Поэтому для вас, наверное, мои дорогие весы, для вас в целом ведь аспект достаточно благоприятный. Но Плутон может словно вас развернуть в отношении самого себя, задать себе вопрос, чего же я хочу на самом деле? Потому что быть где-то всем удобным – это будет ложная практика. Невозможно будет, может быть, в хаосе изменившихся или изменяющихся, точнее, условий, подстроиться под то, чтобы все остались в целом довольны. Иначе мы неизбежно рискуем себя отодвинуть в угол и где-то проиграть в изменяющихся событиях. И теперь главный вопрос именно вот реального баланса для нас, что для меня сейчас важно, будет как нельзя актуальным. Меньше боязней, нам говорят, меньше сомнений, быть, наверное, или опасаться стать, или прослыть не очень деликатным, не очень, может, своевременным, не очень пунктуальным. Вообще, в целом, меньше самокопаний и здоровый эгоизм – это ключевое слово на ближайшие 20 лет. Как будто это совершенно необходимо для того, чтобы мы сначала думали про себя, а потом думали, кто что, как или отнесется, или подумает о нас самих. Свобода проявления чувств, новые грани близости. Для многих из вас изменения в личной жизни. Допустить то, что было прежде, знаете, как табу. Или вы могли думать, ну нет, это не для меня. Или это недопустимо. А теперь как раз настолько все будет меняться, и вы не раз, наверное, удивитесь самому себе и зададите вопрос, а почему бы и нет? А почему бы мне не попробовать какое-то новое дело? Почему бы мне не попробовать реализоваться в какой-то той области? Пусть я, допустим, там не профи, но это не говорит о том, что я не достигну большого успеха. То есть не ставить перед собой каких-то рамок и ограничений. Близость в первую очередь к самому себе, к своим желаниям. Но предполагается, что мы принимаем какие-то усилия. Мы что-то предпринимаем, мы не сидим, не ждем на месте, не отдаем свою судьбу на волю случая. Это как никогда будет актуально. Почему? Потому что Плутон – владыка подземного мира. И еще с мифологией его описывают как очень гостеприимного хозяина, который всех встречал и никого не отпускал назад. Поэтому, чтобы не радовать Плутона, мы не должны где-то расслабиться чересчур и отдать на волю случая собственную судьбу. А вот как раз пробовать все новое, все время двигаться вперед. Это будет наша сильная сторона. И допустить то, что не кто-то прав, а именно я прав. Не кто-то там умнее, может быть, или удачливее, а именно я поверить в собственные силы. Это будет очень важно. Давайте мы посмотрим на картах, как они видят для вашего знака зодиака вот этот период аж на 20 лет. На 20 лет мы, конечно, не увидим, но все же большой период, понятно, что да, масса изменений произойдет. Но, может быть, вот тот период, когда Плутон путешествует из одного знака в другой, то он в Водолее, то он в Козероге, то обратно возвращается. Вот давайте мы посмотрим, вот переворачивается вам, посмотрите, карта шанса, туз жезлов, когда верить надо в себя. И если мы где-то прикладываем усилия и четко знаем, чего мы хотим, вот это
ключевое слово тоже. Тогда у нас и нужные двери откроются, и нужных людей мы встретим. И главное, другое качество жизни. Это ведь очень важно. Давайте достанем первую карту и узнаем в целом, как влияет на ваш знак зодиака вот это астрологическое явление. Дальше достанем, загадаем, например, 2 события или 2 направления жизни, где наиболее актуально будут происходить перемены. Что у вас сейчас будет на повестке дня? Первое. И второе. И попробуем немножко раскрыть, какие перемены повлекут или повлечет какое-то событие или в определенной сфере жизни. Каковы перемены будут? Что у нас будет меняться? Каковы перспективы на последующий период? Каковы неожиданности? И мои возможности, мне повезет в чем? Вот что мы решим, какой мы итог подведем. И по второй сфере жизни или по второму событию мы тоже оценим ситуацию, перспективы, возможные неожиданности и в чем же мне повезет, что вот я смогу порешать, каков мой плюс. Давайте достанем еще одну карту, которую откроем в конце. Можно расценивать как совет от карт, смотря что это будет, или как вопрос, что дальше, если мы рассматриваем в пределах 2023 года, а что потом? Итак, первая карта. Как это влияет? Ну вот все то, что я сказала. Не буду повторяться, посмотрите, 6 кубков, карта взаимодействия, карта вообще радости, карта, когда у нас осуществляются мечты, любая 6, шестерка в карте, колоды Таро, причем в любой колоде, это всегда карта победы. Победы, как, может быть, вы будете менять окружение, для кого-то из вас на первый план выйдут отношения ваши личные, в личную жизнь вам, может быть, в этом году карта конкретно говорит уделить внимание, уделить, может быть, внимание тем людям, которых вы знаете давно. Может быть, люди о себе где-то будут напоминать из прошлого. По этой карте проходят друзья, с которыми мы не виделись много времени или даже много лет, или люди на расстоянии. Но какая-то история вашей личной жизни как будто должна осуществиться. Безусловно, это карта гармонии и баланса, и поэтому взглянуть на себя – и из расчета, что же я хочу, какую жизнь я для себя желал бы, или визуализировать свою мечту, в каком виде я вообще в малейших деталях представляю, что должно у меня быть, чтобы я была или был счастливым, что для этого необходимо. Визуализация, это действительно доказано, она работает, мы словно себе закладываем программу на будущее. Вот то, что мы имеем сегодня, это наши мысли вчера, а вот то, что будет завтра, это то, что мы думаем сегодня, что мы себе программируем. Отчасти по этой карте мы как раз вполне можем это сделать. Или если мы начинаем с собственной души, или с нашей цели, с нашей мечты, назовите как угодно. И если мы словно как маяк ее имеем, и все время, знаете, вот это желание само по себе. Я хочу быть счастливым. Вот я хочу быть счастливым, и все, без обсуждений. Знаете, ведь любовь, недаром говорят, и песни поют, идет под разными флагами. Поэтому мы не знаем, где мы найдем свое счастье. Отчасти быть открытому миру, а с другой стороны, нужно быть открытому к самому себе, прочувствовать, что же для меня хорошо. Не кому-то сделать удобно или комфортно, а так, чтобы и вам было, чтобы было взаимодействие. Взаимодействие в искренности, вот как нам показано на этой карте, так и взаимодействие во взаимопонимании. Много сказала, но я так думаю, еще не открыла, правда, другие карты. Правда, мои дорогие весы, личная жизнь может выйти на первый план. У тех, у кого все хорошо, значит, будет еще лучше. Кто знает, правда, новые грани чувственности, новые грани взаимопонимания. Итак, первая карта или первое событие, или, ну, наверное, может быть и событие, может быть и сфера жизни, кубки. И если это кубки, карта подтвердит, что вопросы личной жизни действительно на повестке дня наиболее важны. У кого-то это может проиграться как сложные отношения, как любовный треугольник. И надо что-то с этим решать. Невозможно быть в подвешенном состоянии. Это как будто, знаете, балласт своего рода, когда мы в чем-то не определились, и мы вынуждены в двух направлениях двигаться. Так дело не пойдет.
Вообще это карта праздника, и поэтому должен быть у нас праздник, но это от нас потребует каких-то важных решений. И все зависит от того, какое решение вы примете. Ведь не предполагается, что мы где-то захотим продолжать такую же, может быть, канву отношений, как было в прошлом. Мы хотим отстроить что-то более новое, счастливое, хорошее. Мы сами хотим быть счастливы. И поэтому для вас будет, может быть, пересмотр как и личной жизни, отношений. Пересмотр, может быть, у кого-то повлечет просто, или какие-то события произойдут вашего окружения, и это может касаться и по работе, и по вашим, может быть, делам. Делам, если мы говорим честолюбивые устремления. Может быть, вы получите новую должность. Все-таки нам не конкретизирует эта карта, где это произойдет. И иногда это проигрывается, когда мы разделяем отчасти свой успех с друзьями. То есть кто-то за нас радуется. И поэтому я могу предположить, что для кого-то из вас это как получение, например, новой должности, или вы увидите какие-то перспективы, или уже как минимум один шаг, два вы сделаете для того, чтобы осуществить что-то для вас очень важное. Когда мы для себя в чем-то определяемся и уже не даем ходу назад, то есть окончательно что-то. Давайте мы посмотрим, каковы перспективы. Шикарные перспективы по аркану умеренности. Знаете, нужно быть как подсказкам собственной души, интуиции, очень внимательному. Так по этой карте проходит что-то из области иррационального. Мы можем даже решиться на какой-то важный шаг, например, переехать куда не собирались, или отправиться, может быть, по работе в другую даже страну, потому что мы выучили язык, и нам какая-то другая совершенно профессия стала интересна, может быть, войти. У кого-то релокация офиса, а у кого-то просто предложение по работе, и там больше тоже перспектив. Мы можем совершить своего рода квантовый скачок, и причем когда мы сами себе где-то удивляемся, насколько мы прозорливы, внимательны, прислушиваемся к себе и к интуиции, а эта карта как раз предполагает это, и тогда нет ничего невозможного. Ведь с этой картой связан, ну это даже не легенда, это исторический факт, когда король франков, династия мировингов, воевал с готами, и он оказался зажатым между рекой Рейн и войском готов. И, конечно, погибель была бы неминуема, но вот как раз в плане равновесия эмоционального, хладнокровно обдумать ситуацию и подметить в деталях, что же происходит вокруг. Вот Хлодвиг подметил, он вокруг увидел, что растут болотный ирис, цветы. Вот иногда бывает ведь какая-то подсказка к нам приходит совершенно невообразимым путем. И важно и это заметить, когда выпадает эта карта, я всегда говорю, из области иррационального нам что-то нужно не прошляпить. Вот, наверное, как тому Хлодвигу. Так Хлодвиг предположил, поскольку он знал, что эти цветы растут на мелководье, а он увидел, что вдоль Рейна и потом вглубь воды уходят, он подумал, а не переправиться ли мне с войском, что он и сделал. Как он сохранил людей, так он и сохранил самого себя. И впоследствии как раз вот эта болотная лилия, она изображена здесь как ирис лилового цвета, лиловый цвет в этой колоде, знак божественного благословления. И недаром у нас ангел как будто предвещает: будь внимателен к подсказкам интуиции собственной души. Услышь мои подсказки, ангельские, понимаете, смысл-то в чем? Наша душа, она мудрая, она знает как. Иногда выхолощенные конструкции нашего ума нам мешают увидеть более рациональный путь. Вот что-то подобное нам не должно мешать. Мы должны быть как Хлодвиги. И, может быть, совершить что-то то из разряда недопустимого, из разряда необыкновенного, то, что до нас никто не делал. Но это для нас будет какая-то либо удача, либо успех. Мы останемся одним словом довольны. Давайте, вот лучше рассказать всегда, откуда взялся этот аркан, чем описывать, да, подробно. Тут не расскажешь. Вот что-то подобное, я думаю, вы прочувствовали. У вас в вашей жизни может проиграться до конца года. И если мы говорим в неожиданностях, весь мир у ваших ног. Одна карта дополняет другую. Это карта итога, это карта победы, когда нет ничего невозможного. Это карта нашей популярности. Посмотрите, мои дорогие, у вас выпадает два старших аркана. И когда старший
старшие арканы выпадают вообще в любом раскладе, это значит события извне. Это как Вселенная будет давать вам какие-то возможности. И мы не можем где-то топтаться на месте и долго раздумывать. Мы должны предпринять вот эти самые действия, не радуя Плутона. Да, то, о чем я говорила прежде. Быть готовым взять какой-то Его Величество случай, управление, может быть, ответственность за собственную жизнь и что-то в ней изменить. И тогда нас ждет успех. Вот если мы не топчемся, не самокопанием, не занимаемся точнее, тогда, безусловно, по карте мир мы можем подвести шикарный итог, когда мы остаемся довольными. В принципе, здорово. Давайте, в чем мне повезет, хотя уже карты об этом сказали. И вот как раз карта харизматичного лидера, мы меняем себя сами. И мы честны с самими собою. Самое главное по этой карте, когда, знаете, мы не подражаем кому-то, мы не действуем в угоду кому-то, себе где-то, пытаясь так себя на задний план отодвинуть. Нет, лидерство. Поэтому здоровые амбиции, здоровое честолюбие для вас будут очень актуальны, мои дорогие весы. Как построить карьеру, так какие-то кардинальные, может быть, изменения внести в вашу личную жизнь. Может быть, для кого-то это очень актуально. А самое главное, быть счастливым. Вот такая программа до конца года. Ладно, давайте посмотрим второе событие. Одна из лучших карт в работе и деньгах. Работай, у тебя все получится. Нам изображен уже профессионал, как будто весы умеют делать что-то хорошо. Уже есть какие-то навыки. Неважно, даже если вы планируете что-то новое, все равно по этой карте у нас уже говорят о жизненном опыте, на который мы можем опереться. И в последующем как раз об изменении нашего статуса. Через работу мы можем заработать больше денег. То есть может быть две области: личная жизнь и может быть личное как достижение, да, так и деньги, и конкретная какая-то ваша деятельность. Вот до конца года это просто два важных направления, которые будут очень актуальны. И нельзя сказать что-то одно более важное, второе на второй план мы можем отодвинуть, где-то сказать, что я буду думать об этом потом. Практически все наши аспекты к благополучию для вас будут очень актуальны. Давайте мы посмотрим. Перспективы. Смена статуса, сдача экзамена. Правда, у кого-то сдаю экзамен, выучил язык, сдаю экзамен, переезжаю. У кого-то из вас сдаю экзамен, получаю, заканчиваю учебу, может быть, получаю новую должность, и тоже у меня перспективы. По тройке пентаклей всегда перспективы наперед. Мы что-то изучаем, да, совершенствуемся, но не просто так мы делаем. Посмотрите, две пентаклевые карты. А мы именно делаем для того, чтобы улучшить наше материальное благополучие, улучшить изобилие, процветание, построить какую-то не просто даже подушку безопасности, а что-то на будущее с прицелом на долгие годы идет по этой карте. Именно смена статуса, переход как будто из одного состояния в другое. Но больше материального в этой карте, безусловно. И даже если мы что-то изучаем, то для нас это не просто двигатель прогресса, мы еще и финансами останемся довольны. И это само по себе конкретно хорошо, потому что карты не говорят про материальные проблемы, а как раз, что мы их можем порешать, если у кого-то они сейчас очень актуальны. Неожиданности, победа. Мои дорогие, главное не прошляпить и главное не проблагодушествовать, правда. Мы можем получить какую-то одну победу, получить какое-то признание. Нам могут, да, вот как этот лавровый венок, что-то такое вот у нас хорошее получится, и мы можем расслабиться, а мы не можем себе этого позволить. Когда выпадает вот эта карта, особенно с этой, это всегда нам карты словно дают подсказку. Ты должен двигаться вперед. Как только ты остановился, тебя откатывает назад. Сначала ты этого не замечаешь, но впоследствии ты увидишь, что ты потерял свои позиции. И вот как раз
карта победителя в неожиданностях. И нам говорят, вы не можете, опять же, отдать на волю случая дальнейшее развитие событий. Все то, что вы уже достигли, или то, что вы достигнете в течение года, вам придется держать руку на пульсе и предвидеть как минимум на пару шагов вперед. Если вы, допустим, получили должность какую-то, вам придется отслеживать вокруг ситуацию, так чтобы ваше какое-то равновесие не было нарушено. Не создавать какой-то нейтралитет, чтобы всем было хорошо. Мои дорогие весы, чтобы вам было хорошо. Понимаете? И поэтому от вас это потребует, как минимум, может быть, пересмотреть свою стратегию, тактику, составить себе план минимум, план максимум, а то план А, план Б, план С, на тот случай, если будут меняться события вокруг вас, чтобы вовремя прореагировать и подстроить где-то свои желания под ту конкретику событий или обстоятельств, которая у вас в течение года будет. Короче, держим руку на пульсе, будем очень внимательны. И не случайно, наверное, выпадает нам карта старший аркан умеренности. Вспоминаем Хлодвига, который какие-то болотные цветы увидел, правда, желтого цвета. Кто бы из нас подумал, что это можно мысль эту продолжить, и таким образом, что это будет как подсказка, найти выход из создавшейся ситуации. Вот даже в таких вариантах, подсказок собственной души, нужно принимать их во внимание и доверять больше, чем мнению со стороны, мои дорогие весы. Ладно, давайте мы с вами откроем. В чем мне повезет вообще до конца года? Вы посмотрите, карта сила – это карта мага. Карта великого манипулятора, карта серого кардинала. Девушка путем мягких энергий воздействует на льва. Лев ей подчиняется, потому что не чувствует агрессии. Вот вы очень люди, которые умеют быть дипломатией, владеют, точнее, дипломатией в квадрате. Вы умеете взаимодействовать с миром. Так вот, нужно это умение, природный дар, направить не для того, чтобы уравновесить какую-то ситуацию со всеми, а воспользоваться для самого себя, какими-то возможностями, сделать что-то для себя хорошо. И придется манипулировать людьми. И придется манипулировать не с позиции, чтобы и овцы целы, и волки сыты, а чтобы я был счастлив. Поэтому где-то больше хладнокровия в каких-то вопросах, особенно то, что касается дела, работы, бизнес, новые начинания, получение новой должности, может быть, какие-то переезды. Вот то все знаменательное, которое в нашей жизни не на один день, а которое с перспективой. У вас огромный потенциал, мои дорогие весы, вообще свою жизнь изменить на 180 градусов. Посмотрите, какие замечательные карты. Начинается с того, что мы уже довольны. Значит, и я так думаю, большинство из вас вот эти перемены уже прочувствуют буквально, может быть, с конца марта, начала апреля. И вы будете где-то рады за самого себя. Но расслабляться нет. Это будет лишь подсказка, что Вселенная вам готова помочь. Но вы должны тоже меняться. Помните про Плутон, который я сказала, что мы не можем отдать на волю случая собственную судьбу. Давайте подведем итог. Или совет, или что дальше. А вот посмотрите, королева мечей. Мечи вообще это ваша стихия. Это логика, это рационализм. Это когда мы от чего-то окончательно отказываемся. И здесь прообраз у нас идет Юдифи. Когда мы раз и навсегда решаем какую-то проблему, повернулись и ушли, и даже забыли. Мы можем стать героем практически, как знать. Для кого-то из вас, может быть, вы что-то совершите очень важное и будете очень популярными на весь мир. Может быть, вы создадите какой-то шедевр, особенно если вы человек творческих специальностей, профессий. Вполне вероятно, вы можете так реализоваться. Но и от вас тоже какое-то хладнокровие потребуется. Вот не тратить как время попусту, так и точно рассчитать все свои шаги. И это ведь в ваших силах. Это как раз логика, рационализм. Вам не сложно будет это сделать. Может быть, кому-то другому более сложно. А здесь ваша карта. И значит, новый статус, который будет уже в 2024 году. Все возможно. А самое главное, себя, свою жизнь изменить вот так кардинально, чтобы быть по-настоящему счастливым.
Не когда-то там в перспективе, а уже в течение 23-го года, когда вы будете видеть плоды труда своего и смело строить планы на будущее. Будьте счастливы, мои дорогие!